Совсем еще небольшой медвежонок опять всю ночь провел в одиночестве, трясясь от каждого резкого звука. Еще совсем недавно он был упитанным и беззаботным малышом, следуя везде за мамой. Тогда он никого в лесу не боялся, все обходили их стороной, да и еды было вдоволь, мама всегда знала, куда нужно идти, чтобы полакомиться вкусными ягодами или грибами. Медвежонок высунулся из своего убежища, внимательно изучая все вокруг. В памяти животного всплыли ужасные картины гибели его матери. Она тогда встала на задние лапы, стараясь прогнать подальше от своего детеныша каких-то незнакомцев с ружьями. Но те почему-то не испугались грозной мамы, а, приложив свои палки к плечу, стали посылать в нее громкие звуки. Медвежонок и раньше слышал такие звуки, но обычно они раздавались откуда-то с неба, заставляя его прятаться поглубже в своем убежище, зарываясь мордочкой в мамин мех. Но теперь спрятаться от них было невозможно. Люди специально стреляли в его маму, заставляя ее громко рычать от боли. А потом этот запах. Медвежонок потер лапой нос, будто бы стараясь навсегда забыть о нем. Запах крови и жженной шерсти. Медвежонок невольно заворчал, заново переживая эти события. Как ему тогда удалось скрыться от двуногих, он и сам не понял. С тех пор ему приходилось самостоятельно искать себе пищу и стараться выжить. Сегодня медвежонок решил снова отправиться к ручью и поискать ягод в зарослях малины. Малыш продирался через густую траву, и тут кто-то схватил его за шею и сдавил горло. Косолапый кинулся бежать, но петля только сильнее впилась в его шею. В отчаянии медвежонок завопил на весь лес, жалуясь на свое невезение и устав от передряг, уготовленных ему судьбой. Шустрый, ты чего уши навострил? — спросил Тимофей, заметив, как его волк замер, приняв знакомую стойку. Почуял чего, что ли? Шустрый кинул взгляд на своего хозяина и сорвался с места. Егерь знал, что его волк не будет так себя вести. Из-за какой-то мелочи. Значит, он почуял непорядок в лесу, и нужно все проверить. Уже много лет Тимофей со своим Шустрым занимался охраной этого участка тайги. Они уже привыкли и изучили повадки друг друга, понимая с полуслова. Совсем еще щенком достался волк егерю. Многие говорили, что волчья кровь не даст ему верно служить человеку, но он не послушал и не прогадал. Шустрый, так назвал его старик, стал лучшим другом для Тимофея. Не раз выручал он его из различных передряг, так что и он привык доверять чутью своего четвероногого напарника. Вскоре он и сам услышал рев растревоженного медвежонка. Тимофей снял с плеча карабин. Если тут медвежонок, значит и мама должна быть где-то рядом. Однако Шустрый не подавал никаких сигналов о ее присутствии. Оглядевшись по сторонам, егерь убедился, что следов присутствия взрослого медведя рядом нет. Он сел возле попавшего в петлю медвежонка и как тебя угораздило. Ласковым голосом обратился он к косолапому пленнику. Егерь прекрасно знал, что животные чувствуют настрой, с которым обращается к ним человек. Мама твоя где? Почему без присмотра гуляешь? Медвежонок перестал рычать, уставившись на человека. Кажется, страх полностью парализовал его. Не бойся, хороший, пытался успокоить его Тимофей. Он уже понял, что медвежонок бродяжничает и сильно истощен. «С нами жить отправишься», — решил егерь, понимая, что даже если у этого малыша получится в одиночку скоротать лето, то необходимого для зимовки жира он все равно не наберет, а значит, скорее всего, погибнет. Почувствовав, что петля освободила его шею, медвежонок стал изо всех сил карабкаться лапами, пытаясь вырваться из рук этого человека. Однако тот уже крепко держал его, дожидаясь, когда косолапый трусишка немного успокоится. «Ну все, не буянь». Опуская найденного медвежонка в мешок, старался успокоить его егерь. Теперь малыш жил в сарае егеря. Немного привыкнув к этому человеку и его волку, он понял, что те не хотят причинить ему вред, а, напротив, регулярно кормят вкусной кашей, от которой потом так сладко спится по ночам. Он снова перестал бояться диких животных, живя возле человека, шерсть его стала лосниться, а бока все больше округлялись. Вскоре лето сменилось суровой осенью. В этом году холода пришли рано, и уже к концу сентября выпал снег. Еды в лесу с каждым днем становилось все меньше, и только каша от Тимофея по-прежнему оставалась такой же вкусной. Егерь соорудил что-то наподобие берлоги, и вскоре ему удалось уложить своего подопечного в зимнюю спячку. Зима пролетела незаметно, уступив место юной красавице весне. Тимофей вместе со своим волком пришли проведать медвежонка, но не успели. Медведь, терзаемый голодом, уже выбрался из своей берлоги и ушел в лес. Вот и хорошо, погладив Шустрого по голове, сказал егерь, пускай вспоминает, что он медведь, а не кот домашний.
И действительно, видимо, природа взяла свое, и косолапый, набравшись сил, начал самостоятельную медвежью жизнь. Весна уступила свое место жаркому лету, но медвежонок так и не появлялся. Тимофей вместе с волком, как обычно, совершали обход территории, как вдруг наткнулись на компанию браконьеров, разделывающих тушу косули. Так, молодые люди, браконьерство запрещено. Строго обратился он к незнакомцам. Но, увидев перед собой корочки сотрудника лесохраны, они вдруг отреагировали крайне агрессивно. А один из них схватил ружье и заорал лысый: «Я же только из тюрьмы вышел. И что, сейчас меня опять посадят? Ну нет, мы так не договаривались». «Убить его надо!» — выкрикнул он и выстрелил в егеря. Его напарник успел ударить по стволу, и пуля прошла мимо. «Ты что, из-за косули на 15 лет сесть хочешь?» Тимофей немного ошалел от такого, но, опомнившись, хотел снять свой карабин с плеча, но парни, заметив это, поспешили его разоружить. Шустрый, чувствуя неладное, оскалил клыки, но нападавших было больше, и все они были вооружены, так что шансов выбраться из этой передряги живыми у них было немного, а знаешь, что вдруг обратился лысый к подельнику. «Похоже, ты прав. Убить его надо и дворнягу тоже». С этими словами он направил свой карабин прямо в грудь Тимофея. Егерь закрыл глаза, готовясь получить смертельный удар, как вдруг за спинами браконьеров зашевелились кусты и появился тот самый запуганный медвежонок, которого спас Тимофей. Только теперь это был не дрожащий комочек, а настоящий медведь, почуявший всю свою силу. И пускай он еще не был взрослым, но справиться с человеком для него не составляло никакого труда. Сбив с ног двух нападавших, медведь яростно зарычал, тем самым сказав, что теперь он здесь хозяин. Шустрый, воспользовавшись моментом, повалил на землю третьего браконьера, который попытался выстрелить в медведя. Спустя минуту все было решено. Обезвреженные бандиты сбились в кучу, зализывая раны и все еще трясясь от страха, до сих пор ощущая на себе дыхание медведя. И только Тимофей стоял посреди всего этого и улыбался, стараясь сдержать слезы, ведь именно сейчас произошло то, во что он почти не верил. Животные наглядно показали людям, что им тоже известны такие понятия, как добро и благодарность. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.